Всем привет! Это видео начнется с грустной истории. Грустная история заключается в Чайзере. Как вы помните, в последней серии я его загнал на переобувку. Точнее, я поехал на переобувку, мне поставили резину перед зад. Все стоит зима, все новенькое. Приехал я на стоянку, значит, парковался, бах, и у меня, короче, перестал работать ГУР. Я думаю, что за фигня? Выхожу, открываю капот и наблюдаю вот такую картину. Генератор покинул чат. Очень печально, что сломалось ухо на блоке. Тут-то на помпе ладно, можно поменять, а вот на блоке это очень печально. Сейчас поедем в бокс, будем что-то думать, придумывать, как-то отпиливать, наваривать, приваривать. Не знаю даже, что делать. В общем, такая вот печальная история. Делаем тут крепление. Решил остаться все-таки на штатном. Сейчас вот сюда его поставлю и приварю. Чугун буду варить аргоном. Сейчас все подготовлю. Также крепление алюминия заварю здесь. Вообще не проблема с помпой. Вот именно с чугуном есть вопросы. Взял два вида припоя. Один называется 2.14.61. Ну вот, скорее всего, им и буду варить. Оно такое как-то поприятнее выглядит. Есть еще вот такая в прутке. Не знаю, тоже говорят по чугуну. Взял на всякий случай. Перед этим прогрею. Единственное, переживаю, что может быть герметик отвалится и не будет держать. Но это уже совсем другая история. Если он отклеится, будем что-то предпринимать. Пока задача только одна. Приварить это крепление на место, как оно было. Сверху как-то вот так. Сейчас буду еще проваривать с всех сторон. Думаю, походит. Но если не походит, это мы выясним на льду. Буду клочевать со всей дури. Заварили крепы. Чугун и алюминий. Алюминий, конечно, попроще дается. С ним я уже работал, знаю, как что делать. Проварил, не снимая помпы. Ну, думаю, походит, посмотрим. Вот больше всего переживаю за чугуняку, конечно. Генератор уже поставили, все стоит. Сейчас накинем ремень. 5 числа поедем тестить на лед. Если не отвалится с клочей на льду, то значит будет работать. Если отвалится, на буксире доедем домой. Меняем свечи. Решил сразу их поменять. Хотя стоят хорошие, не знаю, за чего троило. В общем, выкрутили все свечи, по свечам посмотрел. В принципе, все нормально, все в допуске. Черные они, потому что машину запускали кратковременно и они залиты. Пробоев на свечах нету, но обнаружила такую вот тему на первой свечке. И если обратить внимание, вот здесь пробивало. То есть на резинке есть черное пятнышко вот здесь. Это говорит о том, что сюда пробивала искра. Ее, конечно, можно стереть. Я ее подстер, она еще больше была. А здесь вот видно почернение вот в этом месте. То есть через вот это место пробивает. Сейчас мы это дело заизолируем и походим. Японцы делают так. Термоусадку одели, залатали, полетели. Кстати, вот это вот японская система здесь. Что-то залили. Так с Японии пришло. Сегодня к нам в работу попал очень интересный автомобиль, который сделал Максим Седых и их команда. В общем, это Mitsubishi, по-моему, i. Здесь даже шильдик есть. Такой вот он широкий. Самый прикол в том, что это заднемоторный автомобиль. Вот так это все здесь выглядит. Это мотор Скальта, турбомотор. Это читерская тачка, которая показывала в Красноярске хороший результат. В итоге купил ее один человек, и сейчас мы будем с ней делать небольшие доработки в виде прикручивания фендеров, и там спереди чуть надо поделать. Тормоза прокачать, ну, короче, по мелочи. В основном тачка готова. Тут стоит оригинальный ковш, Super Drift битва вышита, Forward Auto. Это Bright Z3. По салону тут ничего такого сверхъестественного. Стоит коробка на тросах, потому что коробка сзади. Ручник какой-то в общий контур. Руль и, в принципе, все. Сейчас мы ее поднимем на подъемнике, я покажу, что там по выворотам сварили. Сейчас покажу, что здесь сделали. В общем, здесь переварено ухо. Ну, естественно, под какой акерман непонятно, потому что здесь вообще все непонятно, как сделано. Стойка стоит Макферсон, наверное, даже штатная. Перенесена в наружу, чтобы шире базу сделать. Тормоза, наверное, сток. Рычаг разварен сантиметров, наверное, на 6. Могу ошибаться. Просто швеллер выварили и все. Дальше здесь идет рейка просто без какого-либо усиления, даже без пыльников, то есть просто стоит. И снова здравствуйте, у нас завтра будет официальная тренировка, и сегодня мы поедем тестировать. Чайзер в полной боевой готовности. Сейчас мы это проверим, кстати. Давайте, холодный пуск вешки в минус 16.
I'm in my B-boy stance, put them in a trance. I don't even fucking dance, I just switch hands. Left, right. Сейчас я метлу возьму, там болты валяются, да я посниму. Короче, приехали мы уже на спот. Тут нас ждут неприятности в виде саморезов. Сегодня скинули информацию о том, что здесь где-то накиданы. А Игореха говорит, я уже все собрал. Много было? Ого, ты что, еще и все собрал? А где лежали? Тут? Здорово. Это сколько было? Что-то мало здесь. Ну, и здесь еще тетка стояла. Сделали уже проездов 5-6, все нормально рулится, все хорошо. Единственное, нулевой керман на льду плохо, потому что всегда тянет наружу. Сейчас попробуем за Игорехой прокатиться по сниму. Все хорошо, с ним все работает, генератор не отвалился, тесты пройдены, клатчевал со всей силы. Проставки не стали накидывать, поставили так, как есть. Вроде все хорошо. Сегодня надо обязательно помыть машину от льда, потому что тачка сгниет. Тут вот Игореха на гражданском шипе поехал. Тут еще пацаны подъехали. 81 какой-то. Но официальная тренировка будет завтра. Сегодня просто накатываем конфиг, смотрим, как он будет. Все, вернулись с покатушек, тачку помыли, ну так, чуть-чуть подсбили, так сказать. Машина вся полностью была во льду, это просто нереально отмывать на самомойке, надо ехать на какой-то сервис, где поднимают и днище моют, потому что в машине полная борода будет. Завтра у нас официальная тренировка, попробую что-то подснять, если получится, потому что на улице будет холодно, я буду судить и не уверен, что смогу заниматься двумя процессами сразу, и снимать, и судить. Поэтому увидимся уже на Саревах. Ну, в общем, отвели мы уже тренировку. Ничего не снимал, холодно на улице, сидел в машине, смотрел проезды. В принципе, у всех все получается. Завтра дадим задание, пацаны нормально покатаются, думаю. Здесь у нас такой небольшой техпарк образовался. И вот еще есть один 34. Костя собрал в этом сезоне под зимний сезон. Он на бимсе 3SGE. Все внутри вот открашено, все вот так сделано. И Костян вот так вот ездит. Все на пластике у него, максимально облегченный. У нас даже Жигули, кстати, участвует. Как я в прошлом сезоне смотрел вот эту тему, вот здесь, короче, педаль сцепления, тормоза и газа. И вот в это место всегда сцеплением нажимаешь. Передвинули, да? Да, она тебе ровно стоит. Нормально, по центру? Да, вот да. Так. Но сцепление все равно упирается. Я вот про сцепление и рассказываю, что оно чуть-чуть в сторону. Но это ничего страшного, я думаю, ездить можно. Я пару раз сейчас на постановке заглох, ручника выдернул, а сцепу не до конца. Я на дну. Мы собираемся, едем домой, завтра уже будет включение с утра. Все, увидимся. Здесь у нас Ичибан. Наварили пауков.
Рассказывай. В прошлом году был короткий коллектор, ехал хуже, а сейчас, по идее, короче, ну, мы с него 307 сил сняли. Это выглядит вообще жестко. Ну да. Марк они уже строят, конечно, не первый год. Супер легкий, супер быстрый. Ну и Денис тоже ездит хорошо, надо отдать должное. Сейчас у нас прошла тренировка и сейчас начнется квалификация. И вот у нас тут такие призы. Есть компрессоры от Ичибана, есть кубки. И у нас два спонсора, Car Police и Ичибан. Ну это просто так. Ну что, вчера отвели IDC, все прошло успешно, даже не заболел. Сейчас уже на подъемнике висит чайзер, сегодня хотели ехать на речку, но что-то я утром все проспал. Вчера загнал его, все с него позбивал, чуть-чуть вот с него лужи насыпались, но не критично. Есть у меня небольшая проблема, даунпайп раскрутился и продуло прокладку. Но эта проблема незначительная, когда все это поставится в сливу, естественно, все это подберется. Чайзер в полной боевой готовности, резина у него есть зимняя, но на улице снега пока что нету. Если будет, то поедем, если не будет, то чайзер в разбор и начнем собирать сливу. Я думаю, сейчас самое время включить камеру. Сейчас мы обклеиваем машину, точнее нам сейчас привезут наклейку, мы ее сюда наклеим. И у меня тут появились какие-то новые наклеечки. Если заметили, не заметили, сейчас покажу. В общем, теперь мы официальный автосервис, который делает замену масла на Воль. Грубо говоря, их представители во Владивостоке. Вот у нас есть масла почти все. Сегодня уже машина первая была на замене. Такие вот наклеечки. Здесь стикеры с заменой. И еще есть вот такая вот тема. Можно здесь записать свой номер. Для нашего региона это крутая новость, потому что Воля у нас не было. Пацаны его привезли и с нами засотрудничали. Может, кто-то помнит эту Веросу? Это та Вероса, которая ко мне приезжала на доработки. После доработок тачка поехала на настройку. По моей части было все сделано, но мотор не сдюжил настройку и взорвался. Сейчас уже все разобрали. Саня сегодня здесь все быстро сделал, пока я занимался крестой. И мы готовы снимать с нее мотор. Краткий спек этой машины расскажу позже. Могу сказать одно. Эта тачка поедет где-то сил на 500. Будем стараться сделать ее очень быстрой. Она будет участвовать в драге в стрит-классе. Давай еще, наверное. Еще поехали. Вверх. Стоп. Ну джапом, да. Что это? Посмотри, как подачу собирать. Как пацаны собирают топливную систему через тормозные шланги. Собственно говоря, вот и все. Здесь были работы, напомню, по визгейту. Здесь такой нюанс был. Короче, вот это вот геморрой, который здесь наварен, он стоял немножко по-другому. Гейт стоял таким образом, что цеплялся за рулевой карданчик вот в этом месте. Я поставил новый гейт, потому что старому пришла хата. Отпилил вот здесь немножко. Все это дело приварил по новой. Приварил скример по новой. Короче, все это поставил. Но я ставил все это на машине, это было очень неудобно. Сейчас все это снято. Можно здесь поработать немножко. Здесь как-то углы поймать, тоже поработать. И я думаю, в целом все получится. На самом деле этот мотор собран тоже очень ужасно, как и на вот этой кресте, потому что здесь вот, например, можно обратить внимание на шкив, и таких моментов здесь очень много. Можно посмотреть, что теплообменника здесь нету, здесь просто стоит заглушка и фильтрик. Дальше здесь можно увидеть герметик под этим маслоприемником. Можно увидеть, что прокладка на голове посажена как будто на герметик, но это мы будем снимать, это все дело мы увидим. В принципе, такие моменты, как вот здесь вот герметик, которого здесь не должно быть на кольцах. Тут сверху герметик. Ну и такие мелочи, как визгейт, который здесь стоял уже криво. Я думаю, что еще сюрпризов в моторе нас много ждет. Так что посмотрим, разберем. Сегодня мы выезжаем на речку. Будем кататься на боевом шипе. Может быть, еще на липучке. Шип загрузил уже, вон там лежит. С собой взяли веревку на всякий случай, надеюсь, не пригодится. И все, сейчас будем выезжать. Короче, мы пока едем. Как можно видеть, лабаш у нас закидан максимум, омывайки у меня нету, поэтому
У нас сейчас с Саней перекус дрифтера чек. Сегодня мы будем кушать сэндвич с сыром и солями и пить японские баночки. Полный бак заправили, можно ехать. Тут надо на повороте не стоять, потому что можно рэпу дать. Пацаны рэпу дали. Хорошо, что не наши. Вот уже первый тотал, получается, пошел. Ну чё, как так, блядь-то получилось? Да здесь все равно кататься не будут, мы ж туда едем. Так я понял, за ними едут. За кресты. Они башили, да? Кресты начинают типа потихоньку ехать. А меня, понял, просто несет. Я даже Да, я газ не сейчас тоже нажимаю. чуть не ебался вот этого. Да. Гуршин меня просто несет. С этим мы договорились. Я сцепу поджимаю, понял, на сцепе. Я прям в них лечу. Я думаю, сейчас я еще третьим. Смотри, Игорек летит. Смотри на прямых. Бля, короче, вот, только приехали, уже начинается. Поехали быстрее! Камеру вырубай нахуй, блядь. Здесь сейчас будет происходить... Камеру вырубай. Ты понимаешь, что сейчас будет происходить? Пизда, ебать в рот. Только Ебать, они въебались, ты видел, охуеть. Слышь, ну они нормально дали рэпа? Кресту нормально, да, А они повернуло? списали нахуй, ты видел там порог Да, да, шел? да. Ты видел, дверь Она замяла гнилая. по жесткости. Не было бы жесткости, пизда чувихи была бы. Это просто пизда. Давай сейчас тоже спишем что-нибудь нахуй. Поэтому надо боевой шип. Короче, мы уже переоделись, боевой шип поставили. Сзади 1,5, спереди 4,5. Поедем сейчас дюзнем. Народу как бы собирается нормально, но они все на липучке. И скорее всего, они могут сегодня что-то устроить. Я прям предчувствую это. Что они могут сделать? Рэп подать? Да, хорошего. Короче, подснял вам немного контента, подмерз потихой. А Саня, красавчик, уже тачку переобул, и уже можно собираться домой потихонечку ехать. Сейчас главное без происшествий уехать. Вот, пожалуйста, мой чехол. Давай, Ну чё, все, мы на базе. Сегодняшний день окончен успешно, считаю. Ничего не рыгнуло, ничего не сломалось. Доехали, удачно покатались. Все, завтра уже включаемся в рабочий день. Будем плотничком работать. Все, увидимся в новой серии. А вот, собственно, и причина разбора двигателя. Можно видеть, здесь золото лежит. Давайте сделаем ваши ставки. Первый, второй, или пятый, шестой, или посередине. Ну, в общем, кто ставил на 6, тот и выиграл. У меня такое в первый раз, чтобы все 6 вкладышей провернуло. Просто все 6 шатунных. Причем вкладыши не простые, вкладыши ACL. Вот. Но, скорее всего, провернуло из-за того, что вот этот вот паренек стоит атмосферный.